Так, добрый вечер, дорогие мои. Сегодня я с вами поговорю, для чего нужен лишний вес. Для чего нужен лишний вес? Почему мы набираем лишний вес? Тут может быть много всяких стратегий, много всяких причин. Ну, к примеру, это может быть своего рода защита. Защита не быть сексуальной, не быть женственной. Когда, например, женщина опасается быть красивой, быть сексуальной, это опасно. Это могли быть слова, например, родителей, может быть, когда-то в детстве говорили, не будь такой, не одевайся так, а то вот привлечешь там, тебя там изнасилуют там или еще что-то. И вот тогда там, как мы уже знаем, возникает вот этот самый блок. Блок. Женщина начинает одеваться, чтобы быть незаметной, в длинные одежды, старается быть не сексуальной и набирает вес. Вес, чтобы быть не сексуальной. И здесь очень важно просто поменять свою стратегию. Эта стратегия тела, она возникает совершенно бессознательно. Тело выбирает стратегию, что быть красивой и сексуальной – это опасно. Поэтому я буду набирать вес, чтобы быть какой сильной, более такой мужественной и некрасивой, чтобы на меня чтобы меня никто не заметил. То есть никого не привлекать. Вот. Затем это может быть запрет на сексуальность, да. Иногда женщина боится, вот если я буду такой сексуальной, привлекательной, ой, я могу вообще бросить своего мужа, я могу бросить свою семью, и неизвестно, что там может произойти, как бы вот такая какой-то страх неизвестности, страх какого-то, как сказать, даже недоверия к себе, что ли, к своему телу. Ну, в общем-то, не любовь к себе это, скорее всего. Также может быть какая-то вторичная выгода. То есть вам можно в этом случае спросить, а для чего мне нужен лишний вес? Что он мне дает? Какую я получаю от этого выгоду? Вот. Может быть и так. А, Например, если, например, вашему мужу больше нравятся пухлые женщины, пухленькие в теле, и вы набираете вес, потому что вторичная выгода, вы ему так больше нравитесь, да? Ну, это понятно. Часто бывает так, мужчины набирают вес, чтобы быть больше, значимее, да? Как бы вот я большой такой, да? Но тут, знаете, срабатывает животный инстинкт, да, потому что чем больше зверь, тем он сильнее, тем он опаснее, да. Как в животном мире идет вот такой закон, действует закон выживания. Сильный выживает. Вот. И, соответственно, ну, у нас контекст имеется в виду не биологический, а социальный. То есть я большой, и я, значит, более значимый, я как бы больше значу, я больше добиваюсь чего-то на работе, например, занимаю более высокую позицию, да. Если я, например, хочу быть директором, мне нужно набрать вес, я хочу быть таким вот. Я буду так выглядеть солиднее, значимее.
Также бывает, люди набирают лишний вес, когда им не хватает любви, не хватает безопасности. Ам, и чтобы как бы согреть себя и изолировать себя от внешнего вот этого мира, внешнего мира, где вот небезопасно, да, человек себя защищает. То есть это роль такая защитная роль, человек набирает вес, да. Вот у меня, кстати, я помню, были такие проработки женщинам, у которых они начали набирать вес после того, как, например, потеряли ребенка, сделали аборт, да. И вот это, видите, тело реагирует таким образом, как бы помогает справиться с этой ситуацией. Ну, тут еще вот эмоциональный, да, вот тут эмоциональный стресс идет, когда вот из-за потери вот ребенка, да, может быть, какого-то потери любимого человека, да, начинает набирать вес. То есть в данном случае это эмоциональная такая стратегия, чтобы заесть, заесть, заедание, да, той вот этой эмоциональной какой-то боли. У человека это боль, он его старается заесть. Кроме того, бывает так, что у человека нету других источников удовольствия, кроме еды. И вот в проработке я как бы направляла человека, говорила, обрати внимание на красоту природы, мира, каких-то других удовольствий, да, например, красиво одеваться, а, слушать музыку, что-то там, отвлечь свое внимание от еды. То есть еда действительно, она приносит нам удовольствие, особенно поскольку во время, когда мы получаем удовольствие, в том числе от еды, вырабатывается гормон удовольствия, дофамины. И это уже происходит как бы вот такое, когда не хватает вот этого гормона удовольствия, то человек начинает его искать, компенсировать с помощью еды. Например, у человека нет других радостей в жизни, ну ничего, нету, например, чувствует одиночество, нету каких-то близких друзей, с которыми можно было бы общаться, куда-то ходить, гулять. Вот. И вот это состояние можно вот таким эмоциональное, можно именно компенсировать с помощью еды, получая вот этот гормон через еду. И тут, конечно, важно понять это, осознать, да, почему я это делаю, для чего мне это надо, и поменять эту стратегию. Тело всегда нас защищает, тело заодно с нами. Далее. Часто, да, как я уже сказала, человек себя чувствует более значимым. Да? Вот если у меня нет веса, я какая-то маленькая, меня незаметная и какая-то глупенькая, какая-то бедненькая. А вот если я большая, значит, я богатая, успешная, более значимая. Вот. Кроме того, лишний вес, да, как я уже сказала, может набираться после какой-то шоковой ситуации. Вот этой самой ситуации неожиданной, драматичной, изолированной, как я уже говорила, может быть потеря ребенка, любимого человека. И здесь, да, тело принимает такую стратегию, чтобы справиться с ситуацией и быть сильнее. И событие уже давно прошло, а человек продолжает оставаться таким же.
с лишним весом, да. И когда вот мы идем в проработку, мы вот как раз даже нам нужно найти вот эту первопричину. И вот там выявляется, что там произошло шоковое. Вот у меня как раз я говорила, это была потеря ребенка. Или женщина, например, сделала аборт, да, и очень, ну, эмоционально это для нее был, в общем, шок. Она его так тяжело пережила. Далее. Ну, щас бывает так, что, именно цифра лишнего веса, она может тоже привести к корню, да, например, 20, там 10, 20, 30 килограмм лишнего веса могут означать какое-то событие в жизни этого человека. Там, это может быть какой-то возраст, может быть какое-то событие, например, человек развелся в 30 лет, да, и тело запомнило, для него это был шок, такое, в общем, тяжелое событие, и он там, это тело, оно а, набирает вес, лишний вес, скажем, на 30 килограмм лишнего веса. И вот этот конфликт называется конфликт «храню в себе другого». Вот. Ну, такие конфликты могут быть разные. То есть вам, когда вы идете в проработку, там выясняется какая-то первопричина, какая-то стрессовая ситуация. И когда вот вы спрашиваете, сколько лишнего веса, это тоже может помочь выявить, в каком возрасте, сколько лет назад, или сколько лет было ребенку, сколько лет было мужу и так далее. Понимаете, вот эти ситуации, они помогают тоже выявить. Это тоже какая-то метафора, какой-то символ. Вот. Кроме того, бывает так, что лишний вес возникает из-за каких-то вполне объективных причин. То есть до этого я рассматривала какие-то психологические ситуации, а бывают какие-то объективные причины. Даже человек занимается спортом, правильно питается, но вес, тем не менее, остается и никуда не уходит. Вот. И тут, как всегда, нужно задать вопрос, для чего мне нужен этот вес? То есть вторичная какая-то выгода. Нужно понять, для чего он вам нужен. Потому что он выполняет какую-то функцию, он необходим вашему организму. Кроме того, бывает так, что человек набирает вес вот именно в области живота после операции, вот этой полостной операции. Это бывает кесарево, любая другая операция, аппендицит и любая вот эта внутриполостная операция. И у человека, когда его разрезали и зашивали, у него есть рубец. В результате этого рубец, он вот как раз тянет и смещает вообще все мышцы, там жировые слои, все слои смещаются, и возникают мышечные блоки, да, телесные блоки. И в том числе вот этот живот можно поставить в его правильное положение, если проработать именно рубец. То есть здесь надо работать с рубцом. Вот, сделать такую практику на рубец, для того, чтобы он, в общем-то, рассосался быстрее, и тем самым этот мышечный блок, телесный блок, он ушел. Вот. И основная причина, как я уже сказала, всех лишнего веса, это
Когда нет безопасности, есть страхи, есть стрессы. И поэтому тело выбирает стратегию компенсации с помощью еды. И тем самым закрыть вот эту потребность и выживание через еду. Поэтому, конечно, вы уже понимаете, надо идти в проработку и как это прорабатывать. Искать первопричину, какое-то шоковое событие. Когда тело приняло такое решение, выбрало стратегию, что надо набирать вес, чтобы быть сильной, чтобы справиться с этой ситуацией. Даже если ситуация прошла уже, это стратегия выживания. Или искать вторичную выгоду. Для чего это нужно телу? Например, опять-таки, чтобы не быть сексуальной, женственной, чтобы не обращать на себя внимания, а, или наоборот привлечь к себе мужа или мужчину, которому нравятся пышные женщины, или у вас есть такая идея, что вы так более привлекательны. Когда вес придает вам значимость, вы чувствуете себя более уверенным и значимым, что вы можете занять более высокую позицию тогда, потому что вы большой, да, вы кажетесь более сильным, уверенным в себе. Если же, скажем, лишний вес возникает уже в детстве, то это, скорее всего, как мы знаем, уже связано с мамой. Здесь надо прорабатывать мать, и, скорее всего, у нее была какая-то, у ребенка уже возникла внутриутробная программа. Например, мама меня не хотела, да. И тут, конечно, мы знаем, что мы идем туда, мы прорабатываем эту ситуацию и меняем отношение к этой ситуации, меняем эмоции, что меня не хотели, я никому не нужна и так далее. Мы знаем, как это делать. Можно предупредить там мама или папа, кто-то может прийти, предупредить. Или вы, взрослая, можете прийти туда маленькому ребенку и объяснить, что это все не страшно, что вы в безопасности, дать любовь, согреть, наполнить ребенка, сказать, что вы всегда будете рядом, что он в безопасности. Вот это самое важное. Понять, что человек находится в безопасности. На этом я заканчиваю мое обсуждение лишнего веса.